Здравствуйте, коллеги, зрители! Предлагаю вам посмотреть первый выпуск проекта Magellan Seaman, посвященному теме электронной навигационной карты. Данный модуль будет разделен на 3 блока, в первом из которых мы поговорим о международных требованиях, предъявляемых к ENC. В частности, это стандарты Международной гидрографической организации, где мы подробнее становимся на стандартах S52 и S57. Во втором блоке расскажем о самой структуре ENC и принципах ее построения, базовые определения, ячейки ENC, построение объектов на официальной векторной карте и о библиотеке символов, так называемой Presentation Library. В третьем практическом блоке будет продемонстрирована работа с ENC на примере судовой консоли ECDIS от производителя Wärtsilä, в прошлом именуемой как Transas, где мы разберем, как реализована библиотека символов на данной модели ECDIS, качество данных ENC, включая CATZOG, масштабирование ENC, нагрузка дисплея электронной карты, Screen Clutter, включая скэминг. Информация будет крайне полезна для вахтенных помощников капитана и также для комсостава в целях подкрепления уровня профессионализма при работе с ECDIS. Говоря о требованиях к ENC, давайте вспомним требования SOAS. Конечно, мы не будем сейчас перечислять все правила, относящиеся непосредственно к ECDIS, а лишь найдем отсылку к самим стандартам IHO в рамках темы ENC. Системы и оборудование должны соответствовать эксплуатационным требованиям, одобренных IMO, с отсылкой на перечень резолюций, включая резолюцию MSC 232. Далее открываем резолюцию. Картографическая информация, подлежащая к использованию в ECDIS, должна отвечать стандартам IHO с отсылкой на стандарты S52 и S57, указанных в приложении номер 1 данной резолюции, в которой указаны и другие стандарты к последнему апдейту. Действующие стандарты мы всегда можем посмотреть на официальном сайте iho.int. Далее переходим в сервисы и стандарты. Сфера деятельности по стандартизации. И вот в этой части как раз то, что интересует нас по ENC и по ECDIS. Здесь представлены 3 стандарта и окончательный список, то, что действующие на текущий момент. То есть в первом случае ENC Production — это стандарт S57. Это производство карт ENC. Далее, следующий стандарт — это S52. То есть корректура и отображение ENC непосредственно уже в ECDIS. И блок схема у нас тут представлена. Об этом стандарте мы тоже подробнее с вами переговорим. Стандарт по защите данных для поставщиков данных, то есть для серверов вашего производителя ECDIS, в нашем случае это Wärtsilä, и клиента данных, то есть судоходной компании, которая заключила с ними договор о подписке и лицензии на получение и использование ENC и еженедельных обновлений в течение определенного периода. То есть это ваш subscription сертификат, находящийся у вас на судне. Далее переходим на вкладку «Стандарты в силе». И вот тут как раз таки у нас перечень всех актуальных на сегодняшний день стандартов IHO с указанием даты и номера документа. Чтобы посмотреть суть, содержимое каждого из этих документов, мы можем перейти по этой ссылке и посмотреть уже непосредственно сам документ. То есть давайте для примера возьмем S57, это основной стандарт. Вот он. Здесь, конечно, на первый взгляд, если вы его до этого не открывали, много будет всего непонятного. Ну, кратко, суть мы с вами далее разберем, особенно вот эту схему.
по теоретической модели схемы NC. Пожалуй, на практике вот один раз была ситуация у коллеги в процессе инспекции, проверяющий на мостике, спросил у ребят, какие вы знаете стандарты Международной географической организации. И в принципе вот эти 3 назвать будет вполне достаточно. А здесь представлен уже полный список стандартов AHL с комментариями. Все-таки скажем пару слов о стандарте S11 в рамках требований КНС. Состоит из 2 частей и 2 приложений. В первой части представлено руководство по International Charts, а вторая по ANC, в которой описаны принципы взаимодействия различных организаций и процедуры по созданию ANC. Наиболее интересно в этой части можно выделить следующее. Требования к масштабу ANC подразделяются на 6 групп. Во многих гайдах описываются эти категории, но именно этот пункт данного документа является основополагающим. Также ANC должны быть в системе координат VGS84. ANC должна быть прямоугольной, однако район, состоящий из ячеек ANC, не обязательно должен быть прямоугольный. Размер данных ячеек не должен превышать 5 мегабайт, то есть одной ячейки, но и не должен быть слишком маленьким во избежание чрезмерного их количества. А ячейки с одинаковым масштабом могут перекрывать друг друга. Однако данные карт, то есть их содержимые объекты, не должны перекрываться друг другом. Далее, стандарт S52. Спецификация содержимого карты и дисплея GDIS. Стандарт представления, который включает процедуру корректуры электронных карт, отображение данных и их содержание. Одно из главных требований S52 – это соответствующее отображение электронной карты на экране дисплея. Оно должно быть знакомо судоводителю, имеющему опыт работы с бумажными картами. Далее, по этой схеме, которую мы уже с вами видели на официальном сайте, смотрим Appendix 1 «Гайд по апдейту NC», где представлены требования к мейкеру, а именно, в процессе обновления сохранялась целостность данных всего содержания корректуры, иметь методы контроля за обновлением и быть четко различимыми. Обновления должны находиться отдельно от ANC. Должна быть возможность отображения предыдущей установленной корректуры. Предусмотрено 2 варианта автоматического обновления. Первый – когда XDIS подключен к сети интернет. Второй – полуавтоматический. Иметь CD-ROM и любой другой внешний носитель, например, USB флеш накопитель. Также иметь возможность наносить корректуру вручную. И тут важный момент. Архивирование ручной корректуры, то есть вся удаленная ручная корректура должна сохраняться, но не будет отображаться на дисплее. Вот кто знаком с Navisaver 4000, здесь как раз таки дается ответ на вопрос, почему из таблицы Manual Correction невозможно удалить информацию. Немного поясню. Сам объект, который вы нанесли ручным способом, при удалении он будет иметь статус удаленный, но в таблице он останется, и сама строчка в таблице никуда не денется. И со временем эта таблица у вас будет становиться все больше и больше, что будет препятствовать удобному менеджменту всех объектов, которые вы нанесли ручным способом. В основной части документа представлены требования к организации дисплея, спецификация на объекты электронной карты 3 типов: площадные, линейные и точечные, а также текстовые, спецификация на цвета и экран монитора. Следующее приложение – это описательная часть каждого объекта на ANC, то есть библиотека символов Presentation Library с файлами на CD для мейкеров и GDIS. В Annex C предусмотрены требования в отношении калибровки дисплея GDIS и его проверки в море, где судоводитель
использует специальные диаграммы для проведения теста монитора. Это Grayscale тест и Core Differentiation тест. Стандарт S57 состоит из 3 частей, ряда дополнений и приложений. Она описывает стандарт, который надо использовать для хранения цифровых картографических данных и обмена ими между гидрографическими предприятиями, фирмами, изготовителями ECDIS, судоводителями и другими потребителями баз электронной картографии. Первая часть представляет собой общее введение, включая список ссылок и определений. Вторая описывает теоретическую модель ENC, которую мы с вами рассмотрим далее. Третья часть определяет структуру или формат данных, определяющие общие правила кодирования данных. В приложениях приведены каталог одобренных объектов AHO и различные дополнительные наборы правил. В этом блоке мы разберем структуру ENC. Электронная навигационная карта – это база данных, стандартизированная по содержанию, структуре и формату, созданную для использования в ECDIS правительством или по его поручению, гидрографической службой или иным соответствующим государственным органам и отвечающим стандартам МГО. ENC содержит всю картографическую информацию, необходимую для безопасного судовождения, и может содержать вспомогательную информацию, дополнительно к содержащейся на бумажных картах, к примеру, в ОЦИях, которая может рассматриваться как необходимая для безопасного судовождения. Системная электронная навигационная карта – это база данных во внутреннем формате ECDIS изготовителя, полученную точным трансформированием всего содержания ENC и ее корректуры. Именно эта база данных используется в ECDIS для формирования отображения карты и для решения других навигационных задач, и именно она является эквивалентом, приведенной на уровень современности бумажной карты. SENC может также содержать информацию, добавленную мореплавателем, и информацию от других источников. Ячейки ENC именуются с использованием уникального 8-значного идентификатора вместе с 3-символьным расширением типа файла следующим образом. Первые 2 символа CC идентификатора обозначают производителя, как правило, это страна. Третий символ P означает категорию масштаба ячейки, о которых мы уже упоминали. Символы X – это уникальное имя ячейки. Каждый производитель ENC имеет собственную систему по их наименованию. Последние 3 цифры с точкой – это расширение, обозначающее номер корректуры. Теперь разберем пример ENC ячейки. Возьмем карту MY4C5230. Чтобы определить производителя ENC, необходимо обратиться к стандарту S62 List of Data Producer Codes, где представлен список стран и закрепленную за каждой местную гидрографическую организацию. Находим код MI. Это Малайзия. Так, за Малайзию отвечает агентство National Hydrographic Center с персональным номером 290. А некоторые страны имеют несколько гидрографических организаций, например, Индия и Гватемала, как видно из данной таблицы. А у Норвегии вообще 3 организации – Norwegian Hydrographic Service, Electronic Chart Center и Norwegian Defense, каждая из которых создает свои электронные навигационные карты. Далее, третий символ, цифра 4, определяет карту как подходную. Все верно, так как оригинальный масштаб данной карты 1 на 45 тысяч. C5230 – это наименование самой ячейки, присвоенное малайзийским агентством. Касательно расширения, а именно номера корректуры, то он формируется последовательно от 0 до 999, а каждый новый датасет, его переиздание или новый эдишн электронной навигационной карты должен иметь расширение 000. Таким образом, счетчик обнуляется, и все последующие апдейты карты нумеруются заново. Понимая, как работают ячейки карт,
переходим уже непосредственно к их содержимому, объектам на ENC. Каждый объект состоит из двух частей. Первая – это feature, описательные объекты. Вторая – это spatial, пространственные объекты. Описательный объект, feature, это объект, который содержит описательную информацию о реально существующих объектах, например, буй, огонь, глубина. Пространственный объект – это объект, который содержит информацию о местоположении реально существующих объектах, то есть широта и долгота. Они, в свою очередь, подразделяются на точечные, линейные и площадные. Объединив две части объекта, что за объект и где этот объект, система формирует базу для отображения его на карте, будь то буй, веха, точечные глубины, изобата или береговая линия. Каждый объект на карте имеет свойства, атрибуты, которые подразделяются на два вида. Mandatory, то есть, к примеру, топовая фигура буя, и optional, к примеру, его название или номер. Существует несколько подтипов описательных объектов. Первый – это geo, основной тип объектов. Это огни, затонувшие суда и другие объекты на карте. Второй – это метаданные, то есть некая сопроводительная информация об объекте. Например, качество данных, CADZOC. Третий – collection, тип объекта, который описывает взаимосвязь между объектами, например, в системе разделения движения, обозначения линий, зон разделения движения. Четвертое – tide, объекты в отношении приливно-отливных течений. Symbolization, картографические объекты, стиль которых был изменен. Например, для площадных объектов районы плавания, границы зон могут быть представлены в стиле plain или symbolized, а для точечных объектов стиль также может быть определен как from paper charts или simplified. В финале мы видим, что большинство объектов на карте – это геообъекты, которые благодаря соседним типам, выступающим как вспомогательные, могут отображаться в разных стилях, имеют метаданные и семантическую связь. Рассмотрев теоретическую модель данных ENC в упрощенном виде, осталось добавить характеристики объектов ENC, которые указаны в документе EOS52 Presentation Library. Ранее я упоминал это как библиотеку символов, хотя корректнее, конечно, будет перевод звучать как библиотека представления. Считаю, что лучше использовать по смыслу термин символы, так как сразу становится понятно, о чем идет речь. Итак, каждый символ ENC имеет характеристики, изложенные в следующем формате, с дополнительными комментариями. Сперва в каталоге прописывается уникальное имя символа, которое является его идентификатором. После прописывается основное определение для документа, а после определения, которое уже будет отображаться в ECDIS. Графические характеристики включают размер символа, выделенный красным цветом, определяющую ширину и высоту символа в прямоугольной системе координат и выражаются численным значением. А в этой же системе добавляются опорные координаты, точки pivot point символа. Далее код и представление цвета символа. А в последней таблице представлена отсылка на бумажную карту указанного символа. Мы рассмотрели кратко ключевые требования в отношении электронной навигационной карты с частичной детализацией некоторых ее аспектов и дали характеристику ее структуре. Теперь приступим к рассмотрению практической части ENC на консоли ECDIS от производителя Wärtsilä. Согласно плана, представленного в начале видео, начнем третий блок с символов в ECDIS, или как называют иначе, ECDIS Chart 1. Их можно вывести на экран, активировав данную карту. Через Task List Charts на ней представлено 13 карт уже более крупного масштаба
со всеми возможными символами, которые будут отображаться в системе, а именно диаграмма для проведения Grayscale тест, индикация корректурных изменений, естественные и искусственные объекты, объекты портовой инфраструктуры, символы по изобатам и точечным глубинам, навигационные опасности и иные объекты на морском грунте, символы систем разделения движения и районов плавания, средства навигационного оборудования и различные буи и знаки, диаграмма для проведения теста монитора на передачу цвета и новые одобренные символы для Virtual Isoton. В этой части также проводится AHO Presentation Library Test на соответствие последней 4-й версии. До сих пор вопрос на инспекциях является все еще актуальным. Далее поговорим о некоторых символах, в частности о вопросительных знаках, которые встречаются на электронных картах рядом с различными объектами. Что они означают? Вот как мы уже с вами выяснили, что каждый символ, каждый объект имеет mandatory атрибуты. Так вот, вопросительный знак рядом с символом ставится в том случае, когда у этого символа отсутствуют какие-либо mandatory атрибуты. Ну, например, у буя отсутствует топовая фигура, и понять, какой он, северный или южный, непонятно. Или другой пример. У символа Radio Calling в точке трафика или на границе зоны трафика также отсутствует mandatory атрибут. И непонятно, докладываться на вход в зону, на выход или в обоих случаях. Существует аналогичный символ знака вопроса с протяженной линией. Он означает низкую точность местоположения объекта. В любом случае, в различных гайдах вы всегда можете посмотреть все интересующие вас символы. Для того, чтобы получить максимальную информацию об объекте на карте, необходимо воспользоваться Pick Report или кнопкой Info на вашем ECDIS. Мы в Сингапуре и хотим получить подробную информацию о красном буе Тамбуан в центре карты. Используем кнопку Info на панели справа. В системе два объекта отдельно – огонь и непосредственно буй. При раскрытии текстовой информации объект на карте подсвечивается оранжевым кругом. Если это площадной объект, то он заштриховывается. Значит, по огню цвет красный, ночной проблесковый, 3 проблеска в группе, периодом 15 секунд. Статус под наблюдением. Scale Minimum – это минимальное значение масштаба для объекта, при котором он отображается на дисплее. И дата получения информации об объекте, необходимая для составления данной карты. Но аналогично и со знаком. Иногда встречаются прикрепленные файлы к объектам при получении о нем информации. А вот пример. Малакский пролив. Получаем информацию об Inshore Traffic Zone. Внутри объекта вложен текстовый файл, открываем его и получаем более подробную текстовую информацию внутри системы на английском и на местном языках. Следующий этап – это качество данных ENC. Начнем с CATZOC, категории Zone of Confidence, уровень доверия к карте. Насколько верна информация на карте по значениям глубин и их местоположению, в том числе всех имеющихся подводных препятствиях. Воспользуемся этой таблицей, удобной для расчетов при планировании перехода. Ссылка на оригинал представлена ниже. Существует 6 зон A1, A2, B, C, D, U. Отличаются они технологией обследования морского дна. Судоводитель в каждой из них проводит расчет погрешности, значения глубины и погрешности ее местоположения, либо местоположения объекта на карте. Например, если на карте глубина 13,8 метров и CATZOC на ней A2, то погрешность ее составит 1,3 метра, и позиция этой точечной глубины может находиться в радиусе 20 метров. Таким образом, при учете CATZOC в процессе планирования рейса, считая себя ближе к опасности, в расчет принимается значение глубины 12,5 метров. Если бы CATZOC на этой глубине был C, то погрешность значения глубины составит еще больше – 2,7 метров, и позиция этой точечной глубины может находиться вообще в радиусе 500 метров. В расчет принимается значение глубины
11,1 метров. Кэдзок DU на практике рассчитывается аналогично по оси, однако это уже зависит от политики судоходной компании. Таким образом, планируя переход, необходимо брать поправку на кэдзок по значению глубины и принимать в учет погрешность ее местоположения. Position accuracy особенно актуальна при прокладке и рисовании limiting danger lines, а также позиции подводных кабелей и трубопроводов при постановке на якорь. Unsurveyed Area. Изготовители ENC иногда включают в свои карты районы, где не проводилось обследование, либо ограничивалось только на базовом уровне усложненных вод с большим количеством навигационных опасностей. Таким образом, данный район не является безопасным для судовождения. Похожая серая зарисовка района также определяет понятие No Data Areas. Они бывают двух видов – Non-ENC Data и обычный No Data Areas. Как мы знаем, ячейки карт могут перекрывать друг друга. Так вот, Non-ENC Data – это район, который отсутствует во всех ячейках ENC, перекрывающих этот район, отображающийся на дисплее. А обычный Non-Data Areas – район отсутствует хотя бы у одной из ячеек ENC, перекрывающих этот район, в зависимости от выбранного нами масштаба. Поэтому переходим к рассмотрению масштаба ENC. Должна обеспечиваться возможность ступенчатого изменения масштаба соответствующим образом. Имеется карта с оригинальным масштабом, то есть ее исходным, при котором она создавалась. Текущий масштаб 1 на 200 тысяч. При увеличении масштаба на 1 на 75 тысяч карта загрузится наилучшего масштаба, то есть та, которая имеет более крупный оригинальный масштаб. Значение этого масштаба ближе к текущему. На дисплее будут отображены данные уже в другом виде, появятся и видоизменятся некоторые объекты. При загрузке карт на дисплее и выборе определенного масштаба существуют определенные ограничения, при появлении которых система будет выводить на экран соответствующую индикацию. Например, Larger ENC, Overlap, Overscale. Larger ENC на дисплее существует карта более крупного масштаба. Необходимо приблизить. Однако, необходимо проверить, относится ли это к текущей или планируемой позиции судна. Возможно, это предупреждение для соседнего участка карты, который отображается на дисплее EGDIS. Overlap. Две или более ячейки карты перекрывают друг друга. Необходимо загрузить карту наилучшего масштаба. Однако и здесь тоже может быть ряд факторов. Допустим, карта лучшего масштаба, но на ней отсутствуют какие-либо объекты, которые присутствуют на другой карте. И возникает вопрос, какой доверять. На практике такие случаи встречаются, особенно когда производители ENC разные. Overscale – чрезмерное приближение масштаба, крупнее, чем ее оригинальный масштаб. Пример. Карта с оригинальным масштабом 1 на 45 тысяч. Текущий масштаб дисплея 1 на 40 тысяч. Внизу справа отображается черным цветом. Значит, это подходящее масштабирование и отсутствуют какие-либо предупреждения. Увеличиваем масштаб до 25 тысяч. И эти цифры становятся оранжевыми, что означает, что мы превышаем оригинальный масштаб, но так как предупреждений не возникает, значит работать безопасно. Увеличиваем масштаб до 20 тысяч. Появилось предупреждение Overscale, а значит повышается риск по надлежащей оценке местоположения какого-либо объекта на карте. Увеличиваем масштаб еще больше. 1 на 12500. Обратите внимание, цифры эти уже красные, и работать становится уже небезопасно. Почему? Да потому что отображаемые символы остаются такого же размера, и это может дать ложное ощущение пространства и безопасности. Нагрузка дисплея. Режим отображения информации на дисплее EGDIS. Их три: Base Display, Standard Display и третий вариант, кастомизированный All Other Information.
где можно загрузить дополнительные объекты сверх стандартной нагрузки. Базовая нагрузка дисплея означает содержание карты, перечисленное в дополнении 2, которое не может быть удалено с устройства отображения. Это содержание не является достаточным для безопасного судовождения. Загружаем для примера карту и перечисляем приложение 2. Первое. Береговая черта. Второе. Safety Contour. Третье и четвертое. Isolated Dangers. Пятое. Масштаб и направление на север, указанное стрелкой. Шестое. Единицы измерения глубин и высот. И седьмое. Display Mode. Стандартная нагрузка дисплея означает режим отображения, предназначенный для использования в качестве минимального при предварительной и исполнительной прокладках. Содержание карты перечислено также в дополнении 2. Первое. Все, что относится к базовой нагрузке дисплея. Второе. Линия осушки. Третье. Буи, вехи и другие средства навигационного оборудования морей и стационарные установки. Четвертое. Границы фарватеров и каналов. Пятое. Визуальные и радиолокационные приметные объекты. Шестое. Районы, запретные для плавания, и районы ограниченного плавания. Седьмое. Границы масштаба карты. На текущем дисплее они не выведены. Восьмое. Индикация предупреждений, помещенных на карте. Девятое. Система разделения движения судов и маршруты паромов. И десятое. Архипелагные морские коридоры, но они на текущей карте отсутствуют. All Other Information можно включить все, либо кастомизировав, выбрав из списка позиций, которые необходимо отображать на дисплее, а именно: первое – точечные глубины, второе – подводные кабели и трубопроводы, третье – характеристики всех отдельно лежащих опасностей, четвертое – характеристики средств навигационного оборудования, пятое – содержание предупреждений, помещенных на карту, но на этом участке карты они отсутствуют. Шестое. Дата издания ENC. Седьмое. Номер последней корректуры. Восьмое. Магнитное склонение. Но оно имеется далеко не на всех картах. Девятое. Картографическая сетка. Она на скриншоте не активирована, включается через TaskList Charts. Десятое. Название объектов. Скеминг. Параметр объекта, определяющий его отображение при уменьшении масштаба карты в целях уменьшения помех, выделяя приоритетные объекты и улучшает быстродействие дисплея. Производители ENC должны учитывать эти факторы, определяя, какие объекты в зависимости от масштаба не требуются для навигации. Таким образом, используя функцию Scamming, не судоводитель, а сама система определяет, какие объекты отображать, а какие нет, что может создавать определенные риски в безопасности судовождения. С другой стороны, чрезмерное загромождение экрана символами тоже может быть проблемой при отображении ENC меньшего масштаба для областей, которые покрывает карта большего масштаба. То есть вы уменьшили масштаб, а в части дисплея загрузилась другая карта, а в остальной части дисплея продолжает отображаться карта крупного масштаба, и символы на ней стягиваются в кучу. Ситуацию можно обойти, использовав стандартный режим дисплея. Важный момент. Скеминг затрагивает только показ объекта, а не его присутствие, поэтому функцию Route Checking Scamming не влияет. Если вам понравился этот модуль, ставьте лайк, пишите комментарии. Впереди еще много интересных тем. Возможно, стоит осветить подробно какую-то отдельную задачу. Задавайте вопросы, критикуйте, предлагайте. Буду рад помочь. Подписывайтесь на канал.